Привет, друзья! Сенсация, о которой предпочитают молчать официальные СМИ. В кулуарах Еврокомиссии кипят обсуждения, способные взорвать доверие граждан самому проекту Европейского Союза. По данным инсайдеров, на закрытых совещаниях в Брюсселе уже согласованы основные положения нового прямого налога, который будет взиматься не с корпораций и банков, а напрямую с граждан. Этот налог – это финансовый шок. Как утверждают источники, близкие к переговорам, ставка может превысить 3% от личного дохода каждого гражданина Европейского Союза. Внедрение планируется через единый цифровой механизм, контролируемый не национальными правительствами, а наднациональной структурой Европейского Союза. По мнению экономических аналитиков, Брюссель стремится к централизации всех финансовых потоков. Это означает пенсии, пособия, даже социальные выплаты. Все окажется под контролем надгосударственной машины. В Берлине реакция уже последовала. Источники, близкие к канцлеру Фридриху Мерцу, утверждают, готовится жесткий ответ. Один из вариантов – временный финансовый бойкот, приостановка отчислений в общий бюджет Европейского Союза. Также обсуждается запуск параллельной бюджетной системы неофициальной сети расчета между Германией, Италией и Польшей. Польша уже официально заявила протест, а в Италии прошли первые закрытые заседания парламента, на которых фигурировало слово «саботаж». Обстановка на грани, по словам бывшего советника Еврокомиссии, если налог будет принят, это станет концом суверенитета европейских государств. Народные протесты уже обсуждаются в чатах профсоюзов и оппозиционных партий. Европа на пороге массового финансового восстания. И вот что особенно настораживает. В кулуарах все чаще говорят о документах, которые не должны были попасть в прессу. Пока общество спорит о налогах, элиты решают, кто получит энергетическую власть над Германией. После подрыва Северного потока остались не только вопросы, осталась и частная инфраструктура, включая компрессорные станции, логистические цепочки, остатки контрактов и архивы данных. Как утверждают источники, близких правительственным кругам в Берлине, за кулисами разворачивается жестокая схватка за контроль над тем, что осталось от проекта «Северный поток-2». В игру неожиданно включились частные фонды с миллиардными активами, некоторые из которых ранее вообще не фигурировали в энергетике. Подозрения вызывают то, что часть этих фондов, по данным немецкой разведки, имеет связи с транснациональными структурами и американским капиталом. Об этом говорится в аналитической записке, утекшей в прессу. Документ, предположительно составленный в штабе экономических советников Фридриха Мерца, предупреждает, контроль над остатками Северного потока равняется контролю над остатками энергетического суверенитета Германии. По слухам, ведутся переговоры о создании независимого оператора, который будет управлять остатками инфраструктуры вне Европейского Союза, вне НАТО, вне Брюсселя. Это создает параллельную энергетическую систему, некоторые называют это мини-суверенитетом Мерца. По информации журналистов-расследователей, в игру также вошли бывшие сотрудники немецкого разведывательного сообщества, а также группа лоббистов из Франкфурта. Их задача – не допустить полной передачи инфраструктуры под контроль Соединенных Штатов Америки. Таким образом, это война интересов, в которой старые политические фигуры уже не играют. Инсайдеры из ХДС утверждают, Мерц готов отдать трубу немецким компаниям, но только при одном условии – никакого влияния Еврокомиссии и НАТО. Но, как говорят аналитики, вся эта борьба – лишь зеркало глубинного конфликта, который рвет Германию изнутри. Старая школа уходит, а новая элита наступает. И в эпицентре этого конфликта Фридрих Мерц против Ангелы Меркель. Тем временем в Берлине происходит нечто куда более острое. Внутри партии тишина перед бурей. И вот почему. По данным инсайдеров из Берлина, в кулуарах Христианско-демократического союза ХДС происходит беспрецедентный раскол. Фридрих Мерц, нынешний канцлер Германии, открыто и жестко дистанцируется от наследия Ангелы Меркель. Как сообщают источники, близкие к переговорам в штабе ХДС, в последние недели прошло несколько закрытых встреч, на которых обсуждался так называемый переходной сценарий. По сути, речь идет о полной идеологической чистке партии. Уходят те, кто поддерживал эпоху Меркель с ее мягкой политикой, зелеными реформами и уступками Брюсселю. Ветераны партии шокированы, но дальше больше. В прессу попали документы, подтверждающие существование теневых аналитических центров,
финансировавшихся во времена канцлерства Меркель. Как утверждается в утечке, эти центры занимались мониторингом общественного мнения, скрытой цензурой и продвижением зеленой повестки, зачастую в обход демократических процедур. Есть основания полагать, что решения об энергетической политике, миграции и СМИ принимались под влиянием неизбранных групп давления. Об этом говорится в служебной записке, попавших в руки одного из европейских журналистов-расследователей. Документ содержит упоминания о связях между немецкими некоммерческими организациями, фондами Соединенных Штатов Америки и структурами Европейского Союза. Там черным по белому написано: модель демократического контроля временно приостановлена ради обеспечения устойчивых стратегий влияния. Это шок! Мерц якобы в ярости после изучения этих материалов. По данным из штаба канцлера, он потребовал немедленного внутреннего аудита всех фондов и независимых институтов, существующих на госденьги. Его цель – разоблачить механизм манипуляции, созданный при Меркель, и вернуть Германии реальный суверенитет. Но на этом разрыв не заканчивается. Мерц также продвигает переписывание устава ХДС, чтобы официально исключить возможность возвращения к прежнему курсу. Как утверждают сторонники Мерца, речь идет о реформе не просто партии, а смысла самой власти в Германии. Реакция старой элиты болезненна. По информации из кулуаров, некоторые политики ХДС уже ведут переговоры о создании нового центристского проекта, способного объединить тех, кто не готов принять авторитарный стиль Мерца. В ход идут компроматы, запугивания, даже обсуждение утечек на международный уровень. А на улицах совсем другая картина. Рейтинги Мерца растут, простые немцы все больше поддерживают его курс на национальный интерес, экономический прагматизм и жесткий порядок. Но дело уже не только в Германии. Рядом целые столицы, которые внезапно заговорили на новом языке. Пока Еврокомиссия строит планы по ужесточению контроля, в самом сердце Европы начинается восстание. Как сообщают источники, близких к правительственным кругам Италии, в Риме, Варшаве и Берлине проходят неофициально, но регулярные встречи, на которых обсуждается создание нового межгосударственного формата без участия Брюсселя. По данным инсайдеров, речь идет о Совете экономической безопасности. Это структура, которая способна перехватить стратегические рычаги у Евросоюза. Внимание! Это не просто консультативный орган, это потенциальная замена текущей модели управления всей Европой. Инициатива якобы зародилась еще весной, но вышла на новый уровень после оглашения скандального проекта общеевропейского налога, о котором говорилось ранее. Об этом упоминается в аналитической записке, попавшей в руки журналистов одного из немецких изданий. В документе отмечено: создание параллельных финансовых структур – это ответ на институциональный тупик Европейского Союза. Безопасность и суверенитет стран-членов больше не могут зависеть от решений Еврокомиссии. Инициатива продвигается в 3 странах одновременно. В Германии Мерц дает карт-бланш своей экономической команде. В Берлине уже обсуждается возможность запуска собственной бюджетной платформы, способной функционировать независимо от регламентов Европейского Союза. В Италии крупные промышленники, включая фигуры, связанные с энергетическим и оборонным сектором, начали консультации с политиками правого фланга. Ставка – полная экономическая независимость от Брюсселя в ключевых секторах. В Польше правоконсервативные силы уже формируют рабочие группы, которые прорабатывают юридические механизмы для блокировки директив ЕС в рамках национального законодательства. Пока все проходит в тени, но эксперты уверены, если налоговая инициатива Брюсселя не будет остановлена, следующим этапом станет запуск новой валютной платформы. Да, именно так, альтернативная финансовая система, в которой участие Европейского Союза даже не предусматривается. Информация об этом уже циркулирует среди инвесторов в Франкфурте и Милане. И теперь самое интересное. В кулуарах европейской политики зреет нечто большее, чем просто смена лидеров. По информации, которую обсуждают в экспертных кругах, в Берлине и Брюсселе вокруг Фридриха Мерца формируется закрытая группа стратегов, не привязанная к партийной дисциплине или привычным структурам власти. Как сообщают источники, близкие к федеральной канцелярии, в состав этого круга входят бывшие дипломаты высокого уровня, отставные генералы НАТО и влиятельные фигуры из мира международных финансов. Об этом говорится в закрытом аналитическом докладе, частично просочившемся в прессу.
В документе подчеркивается, формируется модель постевропейской архитектуры не в формате распада Европейского Союза, а как альтернатива централизованной бюрократии. Фокус на альянсе самостоятельных держав, связанных экономическими интересами, а не политическим диктатом из Брюсселя. По данным инсайдеров, этот тайный мозговой центр уже разработал первый прототип европейского пакета суверенитетов, конфедеративной структуры, в котором каждая страна будет самостоятельно определять миграционную, экологическую и налоговую политику. Что особенно важно, эта группа не афиширует свою деятельность, но именно она, по мнению аналитиков, влияет на резкие развороты во внутренней и внешней политике Германии последних месяцев. Отказ от зеленой повестки, ужесточение миграционной политики, военные реформы, пересмотр отношений к Европейскому Союзу. Все это, возможно, не просто решение одного человека, а элемент заранее спланированного сценария. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь и делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.